Слово «душа» знакомо каждому. Но если вынуть его из контекста веры, литературы или эмоций, возникает вопрос, что именно мы имеем в виду? Это не орган, не химическая реакция и не функция мозга в привычном понимании. Душа в глазах человечества всегда была чем-то нематериальным, ускользающим, но при этом определяющим. Мы говорим «добрая душа», «пустая душа», «продал душу», не задумываясь, что имеем в виду нечто конкретное. Но можно ли взять это нечто и измерить? На протяжении веков концепт души был вопросом религии и философии. В христианстве она считается вечной и несущей ответственность за моральный выбор. В индуизме – связующей сутью между реинкарнациями. Платон считал душу сущностью, превосходящей тело. Аристотель – формой живого тела. В иудаизме – дыханием Бога, в буддизме – иллюзией. И каждый раз, несмотря на расхождения, речь шла об одном. В человеке есть нечто, что не умирает вместе с телом. Но в XIX веке возникла новая сила – наука. Она требовала фактов и поставила вопрос иначе. Если душа есть, где она? Из чего она? И можно ли ее зафиксировать приборами? Это столкновение двух миров – мистического и эмпирического – стало точкой отсчета. С развитием медицины, физиологии и техники на рубеже веков впервые появилась возможность наблюдать умирающего человека не только как тело, но и как объект измерения. Уровень сахара, температура, давление – все можно было зафиксировать. Почему бы не попытаться и с душой? Ключевая проблема была не в отсутствии техники, а в отсутствии определения. Что именно должна измерить наука? Массу? Свет? Энергетический выброс? Нечто, отличающее умирающего человека от мертвого? Проблема заключалась в том, что душа не была включена ни в одну из моделей физической реальности. Она не фигурировала ни в уравнениях, ни в анатомических справочниках, а значит, любой эксперимент начинался вслепую. Однако это не остановило первых энтузиастов. В начале XX века научный дух времени требовал дерзких гипотез и столь же дерзких проверок. Ученые верили, если душа существует, она должна оставлять хоть какой-то след, пусть краткий, едва уловимый, но физический. И тогда впервые появилась мысль, может быть, в момент смерти происходит изменение массы? Идея оказалась настолько революционной, что сразу вызвала бурю как энтузиазма, так и негодования. Медицина на человека была грубой и прямолинейной. Смесь физиологии, морга и уравнений. Моральные дилеммы редко обсуждались. Исследователей не останавливало то, что объектами экспериментов становились умирающие люди. Главное – результат. Если душа действительно существует и уходит, это должно быть видно. Пусть не глазу, но весам. Подобные эксперименты нельзя было проводить публично. Часто они проходили в госпиталях, за закрытыми дверями, с участием смертельно больных пациентов, давших согласие, или, что чаще, просто неспособных отказаться. Эти попытки измерить момент смерти были и трагичными, и наивными. Но они дали науке главное – данные. Странные, сырые, вызывающие споры, но данные. Параллельно развивалась философия. С приходом позитивизма и материализма стало модно отрицать все, что не измеряется. Душу начали сравнивать с вымыслом, побочным продуктом деятельности мозга. Но даже самые жесткие скептики не могли объяснить одно – почему момент смерти ощущается как нечто отличное от физиологической остановки сердца. Почему в клинической практике были случаи, когда люди, пережившие остановку сердца, рассказывали, что смотрели на себя со стороны? Эти описания нельзя было вписать в формулы, но их становилось все больше. Психиатры, реаниматологи, неврологи фиксировали рассказы пациентов, побывавших на грани, и это породило новый виток интереса к природе души, но уже под именем сознания. Возникло предположение, может быть, душа – это не субстанция, а состояние? Не что-то, что улетает, а то, что отключается. Или наоборот, включается в другой реальности. Эта идея изменила акцент с веса на мозг, с физических изменений на электрические. Начались попытки измерить работу мозга в последние секунды жизни. Запускались ЭЭГ в реанимациях, фиксировались всплески активности. И снова неясность. Иногда мозг продолжал активничать даже после остановки сердца. Но что это было, хаотичные импульсы или последние мгновения личности? На этом этапе душа оказалась в центре сразу двух поисков. Один пытался ее взвесить, другой расшифровать. Но ни один не мог доказать, что она есть, или что ее нет, потому что каждый подход упирался в непреодолимое. Даже если прибор что-то зафиксировал, кто сказал, что это была душа?
Однако, несмотря на критику, провалы и подмену понятий, само существование таких попыток изменило отношение к смерти. Она перестала быть просто концом, ее начали рассматривать как трансформацию, как то, что можно изучать, а значит контролировать и, возможно, понять. Вопрос, заданный в начале XX века, остается открытым до сих пор. Мы по-прежнему не знаем, что такое душа. Но знаем одно – человек, умирая, меняется. И это изменение, физическое, электрическое, психологическое, всегда остается загадкой. Именно эта загадка и стала причиной всех последующих экспериментов. Идея, что душа может иметь массу, казалась абсурдной, пока один человек не решил это проверить. В начале XX века врач из Массачусетса, доктор Дункан МакДугал, поставил цель – доказать, что душа реальна и подчиняется законам физики. Он не был мистиком, не претендовал на откровение. Он был практиком и верил, что если душа существует, она должна что-то весить. А значит, можно зафиксировать разницу между весом живого и мертвого тела. Так начался, возможно, самый известный и спорный эксперимент о смерти. МакДугал не был ученым в привычном смысле. Он был врачом-гуманистом, занимавшимся лечением туберкулезных больных, но его интерес к границе жизни и смерти выходил за рамки медицинской практики. Он заметил, что момент смерти не всегда совпадает с остановкой дыхания или сердцебиения. Что-то происходило, неуловимое, но ощутимое. Он предположил, если душа есть, она должна покидать тело в момент смерти. И если она материальна, пусть даже не материальной материей, ее уход должен сопровождаться потерей веса. Для проведения эксперимента он создал специальную кровать-весы, металлическую конструкцию с чрезвычайно высокой чувствительностью. Весы могли зафиксировать изменение массы с точностью до нескольких граммов. Он начал искать умирающих пациентов, согласных участвовать. Первыми стали 6 больных туберкулезом, находившихся в терминальной стадии. Все они были при смерти, согласие было получено. На весы укладывали человека, подключали контрольные приборы и ждали. Когда наступал момент смерти, фиксировались изменения веса. Результаты оказались шокирующими. У 4 из 6 пациентов вес уменьшился сразу после смерти. Один потерял ровно 21 грамм, другой – 14, один больше, но позже. 2 результата были признаны недействительными из-за технических сбоев. Сам МакДугал выделил именно 21 грамм как ключевое значение, потому что это было самое чистое наблюдение. Пациент не двигался, весы работали без ошибок, изменение произошло мгновенно. Он назвал это потерей массы, соответствующей уходу души. Чтобы исключить вероятность испарения, испражнений или других физиологических объяснений, он провел аналогичный эксперимент с собаками. Результат – никакой потери веса. Он заключил, что у животных нет души, по крайней мере в той форме, что у человека. Это утверждение вызвало критику даже среди тех, кто не сомневался в существовании души. Но для самого МакДугала это стало подтверждением. Человек – не просто тело, и момент смерти сопровождается уходом чего-то, что раньше было внутри. Научное сообщество отреагировало неоднозначно. Некоторые газеты написали об открытии с восторгом. Заголовки вроде «Ученый взвесил душу» заполонили первые полосы. Но научные журналы отказались публиковать статью. Эксперимент сочли непроверяемым, слабо документированным, а выборка слишком малой. Кроме того, был поставлен вопрос об этике, насколько корректно использовать умирающих пациентов в качестве объектов наблюдения. МакДугал отвечал просто «все ради знания». Но его отстранили от преподавания, и дальнейшие публикации стали невозможны. Проблемы были не только с этикой, но и с методологией. Весы, как позже выяснилось, могли реагировать на изменения температуры, влажности, дыхания. Было трудно точно установить момент смерти, а значит и момент, когда исчезала масса. Кроме того, один из экспериментов сопровождался всплеском веса через минуту после смерти, необъяснимым даже для самого исследователя. МакДугал честно признал это, но настаивал, основное наблюдение 21 грамм остается в силе. Несмотря на критику, идея о весе души прочно вошла в культуру. Фраза «душа весит 21 грамм» стала мемом задолго до появления интернета. Ее подхватили мистики, художники, даже маркетологи. В 2003 году вышел фильм «21 грамм» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, в котором каждый герой теряет что-то или кого-то и пытается вернуть утраченное. В интервью режиссер признался: «Я не знаю, что именно уходит из человека, когда он умирает, но я верю, что это нечто весит ровно 21 грамм». Современные ученые не поддерживают гипотезу МакДугала, но и не могут ее полностью опровергнуть. Причина – отсутствие повторов.
Никто не провел аналогичный эксперимент в условиях, соответствующих сегодняшним стандартам. Возможно, потому что этически это стало невозможно. Возможно, потому что наука ушла в сторону нейрофизиологии и отказалась от идеи, что душа– это нечто измеримое. Но интерес к теме не исчез. В последние годы появились идеи, что душа может быть не массой, а информацией, что сознание– это не следствие работы мозга, а нечто передаваемое и хранящееся. Тогда потеря веса не важна, важна фиксация изменения в полях, волнах, сигналах. Однако именно 21 грамм остается символом. Не из-за доказательств, а из-за желания верить. Потому что в мире, где все измеряется и упорядочено, идея, что в человеке есть нечто неуловимое, но вполне вещественное, греет. МакДугал умер в 1920-х. Его работы не вошли в учебники. Но его эксперимент стал первым в истории официально задокументированным научным актом, целью которого было измерить душу. Он не доказал ее существование, но показал, что даже в эпоху логики и расчета у науки остается место для вопросов, на которые нет ответа. Именно эти вопросы и движут ее вперед. После эксперимента МакДугала мысль о том, что душа может быть зафиксирована научными средствами, не исчезла. Она мутировала, сменила форму, но осталась живой. На протяжении всего XX века ученые, мистики, инженеры и медики пытались различными способами уловить момент ухода человека. Не как факт смерти, а как переход некой сущности из одного состояния в другое. Постепенно фокус сместился с массы к свету, энергии, излучению, сигналу. Началась эпоха сенсоров, фотоаппаратов, мозговых сканеров и гипотез на стыке физики и метафизики. Одним из самых любопытных направлений стала попытка увидеть душу. Фотография в начале XX века была не только технической новинкой, но и окном в неизвестное. Многие верили, что фотопленка способна фиксировать то, что не видно глазу. На этом фоне появилась так называемая спиритуалистическая фотография. Снимки, на которых якобы запечатлены души умерших, странные туманы, силуэты, уходящие в свет. Большинство из них впоследствии были разоблачены как фальшивки. Но одна идея осталась, что в момент смерти камера может зафиксировать нечто. Наиболее системной попыткой стало использование Кирлиан-фотографии. Изобретенная в 1939 году техника позволяла фиксировать ауру, свечение, возникающее вокруг предметов и живых существ под воздействием высокочастотного напряжения. Пара супругов, Семен и Валентина Кирлиан, утверждали, что их метод позволяет видеть энергетическую оболочку человека. Наиболее спорной стала серия снимков, сделанных с листьями. Когда лист частично отрезали, на снимке оставалась призрачная форма недостающего фрагмента. Это объяснялось как остаточная энергетика или душа растения. В 1970-80-х годах появились попытки применить методику Кирлиан-фотографии к людям в момент смерти. Результаты были неубедительны, но интерес подогревался. На некоторых снимках наблюдалось свечение, исчезающее сразу после смерти. Сторонники теории ауры утверждали, что это и есть уход души. Противники, что это просто электрическое поле, связанное с работой нервной системы. Научное сообщество не приняло эти данные. Метод Кирлиана признали неинформативным, слишком много факторов влияло на результат – влажность, давление, температура, контакт кожи. Но сама идея фиксировать что-то в момент смерти осталась. Следующий этап – нейрофизиология. С развитием электроэнцефалографии, ЭЭГ, появилась возможность отслеживать мозговую активность в реальном времени. И снова реанимации палаты, умирающие пациенты. Ученые начали фиксировать волну активности в мозге сразу после остановки сердца. Это было неожиданно. Считалось, что после клинической смерти мозг сразу выключается. Однако данные показывали иное. Через 15-30 секунд после остановки кровообращения мозг начинал генерировать интенсивные альфа, бета и гамма-волны, те же, что и при осознании, запоминании и сновидениях. Этот всплеск длился от нескольких секунд до минуты, а затем угасал. Гипотезы разнились. Одни считали, что это просто хаотическая разрядка. Другие, что мозг в последний раз переживает сознание. Некоторые, что именно в этот момент душа отключается от тела. Но зафиксировать, что именно происходит, не удалось. Эти всплески зафиксированы у десятков пациентов, но интерпретация данных туманна. Никто не может сказать, ощущает ли человек в этот момент что-то. Но если ощущает, то где это происходит, если сердце уже не работает? Параллельно начали появляться свидетельства врачей о странных ощущениях у пациентов, вернувшихся из клинической смерти.
Они описывали, как покидали тело, смотрели на себя со стороны, ощущали свет, влечение вверх. Эти феномены не удавалось связать с активностью мозга. У некоторых пациентов всплесков ЭЭГ уже не было, но они сохраняли яркие воспоминания. Появилось предположение, что сознание может не быть функцией мозга, что оно отдельная сущность, которая только временно обитает в теле. В науке эту идею встретили скептически, но в философии и теоретической физике началась новая волна размышлений. В 1990-х годах группа ученых во главе с Роджером Пенроузом и Стюартом Хаммерофом выдвинула теорию Orchestrated Objective Reduction, OR. Суть – сознание – это результат квантовых процессов в микротрубочках нейронов, а эти процессы могут быть частью квантовой реальности, не зависящей от мозга. Иначе говоря, при смерти информация не умирает, она переходит в другое состояние. Теоретически, если это верно, душа не эфемерная субстанция, а набор квантовых данных, существующий вне времени. Но доказать это невозможно. Квантовая биология пока слишком слабо развита. К тому же большинство нейробиологов не поддерживают орг-ор, не хватает эмпирических подтверждений. Однако мысль проникла глубже. Если сознание – информация, то смерть – не исчезновение, а выход из системы, как файл, выгружаемый из компьютера. И если есть где-то сервер, условная вселенская база данных, то, возможно, душа – это просто доступ к этому хранилищу. В этом контексте смерть не исчезновение, а отсоединение. Такие идеи вдохновляют тех, кто пытается создать цифровые копии сознания, сканировать мозг, моделировать поведение. И хотя это пока фантастика, философский вопрос остался прежним. Где заканчивается тело и начинается личность? Существуют также исследования в области электромагнитных полей, фиксирующих изменения в пространстве в момент смерти. Несколько экспериментов показали, что в помещении, где умирал человек, приборы фиксировали скачки в радиочастотах и температуре. Эти данные спорадичны, трудновоспроизводимы и не объяснены. Но они существуют, и для тех, кто ищет следы души, это достаточно, чтобы продолжать. С точки зрения официальной науки, ни один из методов пока не подтвердил существование души, но и не опроверг. Ни фото, ни ЭЭГ, ни квантовые гипотезы не дали ответа. Но они задали новые вопросы, и это, пожалуй, главное, потому что наука не живет ответами, она живет сомнением. А если сомнение остается, значит поиск продолжается. Каждая попытка измерить душу не только сталкивалась с техническими трудностями, но и неизбежно задевала вопрос, а можно ли это делать? Когда объектом наблюдения становится умирающий человек, наука вторгается в то, что многие считают священной территорией. Вопрос уже не в том, как измерить душу, а в том, имеем ли мы право пытаться. Первые эксперименты, подобные опыту МакДугала, проводились в эпоху, когда этические стандарты медицинских исследований были крайне размыты. Пациенты использовались как материал без надлежащего информированного согласия, часто находясь в состоянии, при котором не могли выразить волю. Современные биоэтические нормы такие действия не допускают. Любое исследование, связанное со смертью, проходит через комитеты по этике, и большинство подобных инициатив блокируются еще на стадии обсуждения. И причина не только в защите прав пациента, но и в глубинном культурном страхе. Нельзя вмешиваться в момент смерти. Это запрет, который формировался веками. Но даже если пациент дает согласие, возникает другой вопрос. А имеет ли право наука вторгаться в область, которую веками охраняла религия? В большинстве мировых традиций момент смерти – это не просто биологический процесс. Это переход, сопровождающийся ритуалами, молитвами, сакральными действиями. Присутствие камеры, датчиков, электродов воспринимается не как исследование, а как вторжение. Попытка поймать душу – это посягательство на тайну, которая по определению не подлежит измерению. В христианстве душа бессмертна и не имеет массы, формы, цвета. Ее нельзя изъять, изолировать, разобрать. Любая попытка измерить ее воспринимается как акт гордыни, попытка поставить Бога на весы. В исламе смерть – это момент возвращения души к Творцу, а значит, момент абсолютной неприкосновенности. В буддизме и индуизме смерть не конец, а переход, перерождение, растворение. И здесь уже сама попытка фиксировать душу нарушает гармонию перехода. Даже в секулярных культурах действует негласный кодекс. Умирающий достоин тишины и уважения, а не наблюдения и замеров. Именно поэтому большинство попыток научного исследования смерти сталкиваются с жестким сопротивлением не со стороны науки, а со стороны общества. В 1975 году, когда ученый Раймонд Моуди опубликовал книгу «Жизнь после жизни» с описаниями послесмертного опыта, религиозные организации обвинили его в подмене понятий.
С другой стороны, ученые обвинили его в ненаучности. Он оказался между двух огней. Та же судьба ждала и других. С одной стороны, обвинение в профанации, с другой – в шарлатанстве. Исследователь перехода остается в изоляции. Наука его не принимает. Вера отвергает. Общество боится. Существует также вопрос правды. Даже если мы получим некие данные, кто будет интерпретировать их? Если вес действительно изменился, если прибор что-то зафиксировал, если мозг выдал импульс, это доказательство души? Или просто неразгаданный физиологический механизм? Кто имеет право решать, где заканчивается биология и начинается метафизика? И может ли человек в принципе быть достаточно объективным, чтобы не вписывать свои верования в данные? Наука требует воспроизводимости, но смерть не повторяется. Каждый момент уникален. Нет контрольной группы, нет повторных замеров. А значит, нет возможности сделать строгий вывод. Это дает повод скептикам отвергать любые результаты как недостоверные. И тем самым замыкается круг. Ученые не исследуют смерть, потому что не могут доказать, что их методы валидны. Но они не валидны, потому что никто не исследует смерть по-настоящему. В этом порочном круге рождается не истина, а страх. Кроме того, важен вопрос, зачем мы это делаем. Если цель – доказать существование души, то это не наука. Это метафизика, религиозный поиск, философия. Наука изучает наблюдаемое. Душа по определению ненаблюдаема, а значит, само желание поймать ее противоречит основам научного метода. Но если цель – понять, что происходит с сознанием в момент смерти, это уже область нейронауки, психологии, медицины. И здесь граница тонка. Одно и то же действие может быть либо наукой, либо спекуляцией, в зависимости от формулировки. Интересно, что и религии, и наука при всей оппозиции сходятся в одном – они боятся потери контроля. Вера боится, что доказательство души разрушит святость смерти. Наука боится, что доказательство души разрушит материализм. Но и те, и другие ставят рамки, в которых истина становится недостижимой. Душа не может быть доказана или опровергнута, потому что ее существование не укладывается в логические или теологические модели. Она за пределами определения. В последние десятилетия этический вопрос вышел за пределы индивидуальной морали. Возникли международные биоэтические комитеты. ВОЗ, ЮНЕСКО, национальные советы регулируют исследования на грани жизни и смерти. Были зафиксированы случаи, когда исследования мозга у умирающих запрещались из-за потенциальной моральной неприемлемости. В некоторых странах запрещены любые измерения в момент смерти, даже с согласия пациента. Это блокирует возможность изучать этот процесс научно, и именно в этом заключается парадокс. Чем более цивилизованной становится наука, тем меньше у нее доступа к границам жизни. А между тем общественный интерес не угасает. Опросы показывают, что более 70% людей верят в существование души. Более половины уверены, что она продолжает существовать после смерти. И при этом никто не может ответить, что это такое. Этот разрыв между верой и знанием создает напряжение. И именно в нем рождаются спекуляции, псевдонаука, обман. Там, где наука отступает, возникает рынок. Медиумы, аура, камеры, научные методики взвешивания души. И каждый раз, когда ученые молчат, шарлатаны говорят громче. Проблема не в том, что душу нельзя измерить. Проблема в том, что мы не можем договориться, зачем это нужно и кому принадлежит смерть – человеку, Богу или институту. Пока на это нет ответа, любое исследование останется под подозрением. Наука за последние 100 лет не нашла души. Но это не значит, что она ее не искала. Тысячи приборов, сотни исследований, десятки гипотез, от взвешивания тела до квантовой интерференции. Все они, по сути, задавали один и тот же вопрос: что в человеке нельзя объяснить физиологией? Что остается, когда все остальное выключено? Мы называем это душой. Но, возможно, это не объект, а отражение того, что мы боимся потерять. Современная наука все меньше говорит о душе и все больше о сознании, потому что термин «душа» обременен религиозным багажом, а сознание – нейтральен, доступен к анализу, измерению, картированию. Но если сознание действительно является лишь результатом работы нейронных сетей, то возникает другой вопрос. Откуда у него ощущение «я»? Почему у набора биохимических реакций появляется интуитивное чувство присутствия, времени, морали, вины, любви? И главное, почему оно исчезает только после смерти? Этим вопросом задаются ученые и сегодня. В лабораториях изучают, как возникают осознанные состояния, как мозг создает субъективную реальность. Но даже самые продвинутые модели, вроде Integrated Information Theory или Global Workspace Model, не объясняют, почему у человека есть ощущение себя. Мы знаем, где находятся центры речи, памяти, боли, но не знаем, где находится «я». Его нельзя локализовать.
Оно везде и нигде. И это снова возвращает нас к понятию души. На фоне этого появляется новый интерес не к тому, существует ли душа, а как она может быть воспроизведена. Речь идет о цифровом бессмертии. Компании вроде Nectomy, Mindbank, Replicator разрабатывают технологии по сохранению личности. Их цель – не доказать существование души, а воссоздать ее цифровой эквивалент. Собираются данные о привычках, эмоциях, реакции человека. На базе этого обучаются нейросети, которые якобы будут продолжать личность после смерти. Это не религия, не наука, метатехнофилософия. И она уже выходит на рынок. Но здесь возникает вопрос, если мы можем смоделировать личность, повторить ее поведение, речь, реакции, это и есть душа. Или только ее тень? И если такая тень продолжает жить после смерти, кто умер? Эта путаница между подлинным и воспроизведенным приводит нас к новой философской дилемме. А не является ли душа функцией памяти и контекста? Быть может, душа – это не сущность, а процесс, который поддерживается телом, окружением, связями и исчезает не мгновенно, а постепенно. Все больше исследователей склоняются к тому, что смерть не событие, а переход, не точка, а зона. Порог, растянутый во времени и пространстве. Сознание угасает не как свет сразу, а как огонь, с искрами, с затуханием, с дымом. И, возможно, именно в этих последних секундах и скрывается то, что мы называем душой. Это не частица и не энергия. Это динамика, которую мы пока не умеем фиксировать. С этой точки зрения исследование смерти перестает быть поиском чего-то и становится изучением изменений. Нейрофизиологи исследуют нейронные цепи умирающих пациентов. Психиатры анализируют переживания людей после клинической смерти. Инженеры создают интерфейсы, отслеживающие микросигналы в мозге. Все это новые попытки подступиться к тайне. И каждый шаг – это не столько поиск души, сколько поиск самого механизма умирания. Чтобы в будущем его понять, а может быть даже контролировать. Но возникает другой вопрос – зачем нам все это? Почему человечество так упорно ищет доказательства души, несмотря на отсутствие прямых результатов? Ответ, возможно, кроется не в науке, а в страхе. Мы не ищем душу, чтобы ее измерить. Мы ищем доказательства, что смерть не конец, что после всего, что было, остается что-то значимое, что личность не исчезает бесследно. Мы не хотим, чтобы 80 лет жизни обнулились в один момент. Мы хотим, чтобы что-то продолжалось, даже если не можем это описать. Именно поэтому любые, даже слабые или спорные доказательства так легко становятся вирусными. Фразы вроде «душа весит 21 грамм», «мозг активен после смерти», «человек видел себя со стороны» мгновенно подхватываются. Не потому, что они научно обоснованы, а потому, что они дают надежду. А надежда – это тоже часть души, возможно, самое главное. И здесь мы сталкиваемся с главным парадоксом. Чем ближе мы подходим к пониманию смерти, тем меньше остается простора для души. Потому что, объясняя один механизм за другим, мы вытесняем чудо. Рациональность съедает миф. Но именно миф удерживает человека от полного отчаяния. Наука борется с невежеством, но вера защищает от пустоты. Душа – это не то, что нужно доказать. Это то, что нельзя утратить. Может быть, вопрос, есть ли душа, сам по себе некорректен. Более точным будет, что мы теряем, когда умирает человек. Это не просто остановка сердца. Это исчезновение уникального набора памяти, эмоций, чувств, логики, иронии, страха, любви. То, что невозможно воссоздать. Никакой ИИ, никакая копия не заменит оригинал. И именно это неповторимое и есть душа, не как объект, а как уникальность. Так что, возможно, все эксперименты со смертью – это не попытка поймать душу, а отчаянная попытка сохранить себя, сделать смерть не такой окончательной. Придать ей структуру, порядок, смысл. И если наука и не найдет душу в привычном понимании, это не поражение. Это шаг в сторону главного понимания, что человек – это не сумма реакций. Это история. И каждая история должна быть услышана до конца.